Произошли такие дела. Мне кажется, меня уже вшторил. А музыку можно погромче? Перед смертью какой-то. Вот, товарищи полицейские. Откуда деньги берете? Доброе утро. Я собрался, проснулся. Ко мне приехал Витя. Познакомились. Сейчас выдвигаюсь в сторону трассы. Я прям такой счастливый. Хотелось же еще ту ночь переночевать в палатке. Сегодня прям тент не накрывал. Дождевой, просто у меня сетка. Надо мной небо, звезды. Пожег костер, посидел у костра. Отличный вечер. Витя приехал, так внимательно наблюдал за мной. Как я собираю рюкзак, что я делаю, куда я убираю. Столько живности вообще здесь. Насекомых очень много. Утки постоянно летают, вон они. С другой стороны я вышел. Несколько километров до трассы. Время 9 утра. Вперед просто по полю напрямую. Куда бы ни упереться, выйти бы. Единственная проблема трассы, по которой я решил направиться в Семей, это отсутствие кафешек, очень мало населенных пунктов. Основная дорога проходит в другом месте, но я вот решил усложнить себе задачу, поехать здесь. Вот 9, а уже печет неплохо так. Иду сейчас, внимательно смотрю под ноги. У Вити спросил, говорит, да, гадюки здесь. Такая серая трава, из-за чего может быть сложность в том, чтобы увидеть змею. Реально, вот под эту серость. Да, нужна кепочка какая-нибудь срочно вообще. Смотрите, буквально вот они все эти развалины, окопы, все перекопано. А вот здесь уже живут люди. Машина стоит, Москвич, 412. Ну, вроде загончик, какое-то хозяйство, наверное. Что-то подумал зайти спросить воды. Но что-то здесь такая тишина. И такой дом, как будто, знаете, поворот не туда. Не хочу тревожить местный покой. Увидел там люди в огороде. Здравствуйте, а у вас можно водички набрать питьевой? Да. Смотрите, вообще земли практически нет, песок. Зато все хорошо растет. Ну, наверное, заливать надо прям. У вас тут все в песке растет, да? Ну как, на зем добавляем. Как живется вам здесь? Да, ничего, хватит. Спокойно, тихо? Всего хватает? Ну. Нормально. А я вот случайно зашел сюда вчера. Хемска? Ты Хемск? Нет, я вообще со Астаны еду в Усть-Каменогорск. Путешествую. Я не очень хорошо знаю историю этого места, а вот когда все разваливаться началось? 93. Это все при вас было? Вы здесь жили, да, в тот момент? Родился. А военные вот начали раскидывать, в Россию отправлять. Вот и все, и развал. Расформировали, да? Здесь Да. Военный городок был? Да, военные. Ну вот там станция есть, она Станция жилая. Да, там 2 километра отсюда. А когда все уезжать начали, почему решили остаться? Не знаю, привыкли уже. А у вас помимо огорода хозяйство какое-то есть? Нет, или только огород? А работа? Откуда деньги берете? Ну, сейчас железо, такой металл, да. Цветмет, черный металл, да? И это единственный заработок? Ну да, так. А там почему на станции путейцы работают? Ну можно туда ездить, устроиться, да? Да. Кто-то рыбу, да, может, ловит? Да, ловят здесь рыбу. Здравствуйте. Здравствуйте. Овечек пасете? Это не овечки, это козы. Это козы. Городской житель, да? Не отличил. Куда деваться? Мы все маленькая. Надо держать скотину. Ну, отлично, конечно. Почему нет? А вы что, корреспонденты? Нет, просто гуляю, путешествую. Для себя снимаю историю свою. Вы? Я из России, из Оренбурга.
Ух ты, у меня дочь там живет. В Оренбурге? Да. Серьезно? Вот так, видите, встретились. 9 лет не ездит, как 8-го года был. Какой 9? Уже 11 лет не приезжает. А, Я не знаю, почему она не приезжает. То муж военный был, сейчас на пенсию пошел, но они разошлись. ага. Вот. Сына женила нынче. Вот. Не едет ко мне, не едут ко мне никак. С кем вы живете здесь? Я живу сейчас одна, у меня дети все разошлись. Угу. У меня двойняшки живут за речкой. А за речкой что здесь? Бурас, Рамадан, ну деревни тоже. Угу. Ну, вот Не скучно? замужем. Да прям мне разве скучно? У меня еще 7 коров. Вау. Вот зимой Большое тяжело нам, хозяйство. Сено плохое. Куда деваться? Чем-то надо же заниматься. Конечно. Пока ноги ходят, слава богу, вот двигаюсь. Жуля, иди ты уже, иди. Это вы всех знаете, как зовут? Знаю всех. Сколько у вас Ну, козочек? сейчас штук 80. И каждую знаете, как зовут? Ну, молодняк не называю уже, потому что продаю это сам молодых, а старых вот оставляю еще. Ну, Мгм. нынче решила оптом продать. Ну, прямо в руки в такие нехорошие. Они же у меня, видите, нежненькие, ласковые все. А там у них как попала скотина. Как попала? Вон Серега пусть скажет. И черви могут завестись, и сдохнуть где-нибудь теленок, и похеру им. Они не жалеют, как я. Я за каждой скотиной. Идите. Иди, Жуля. Это вот Досечка вчера что-то приболела. Дося моя девочка. Это Катя, даю я ее молоко. Ну иди, мелкота. Это Жулечка моя. Это искусственница. Ну никак, молоком бухозим кормила, а соску не сосала она. Поэтому вот она родилась, а холодно было, в комнате держала. Видишь как? Вот они поэтому такие ручные. Да они все у меня почти ручные. Мы тут стояли во дворе и плакали. Я жила там в 115-м, то от крайней. Потом купили тут домик и перешли сюда. Ой, школу подпалили. Зачем зажгли, я не знаю. Вот это все бомбили и бомбили, ехали машины, краны, все срывали, все с гаражей, с квартир, с подвалов тащили. Как будто, вот, вы знаете, перед какой-то гадостью, перед смертью какой-то понатащили. Смеялись все, говорили, в Бурасе, вот прибрежные, эти, деревня, вот такие горы унитазов лежали, раковин. Ну зачем вот они им нужны были? Ну ладно, хоть эти самые ванны потом поразбили, на железо сдали, на чугун. А унитазы-то зачем? Они же, мода уже кончается, сейчас уже другая техника. Сидят на базарах, теперь торгуют. Вон, сидят же чем-нибудь, сантехникой какой-нибудь торгуют. Так что мы, ой-ой-ой, мы намучились тут. И во дворы лезли во дворы. А люди уезжали, все оставляли? Ну, самое необходимое взяли? Необходимое, да, контейнера, что залазило. А у людей же, вы знаете, они же офицеры, они же понатащили, с аэродромов тащили все. Все, что можно. Дачи отстраивали прямо, это, дачи хорошие были. Все тащили. Они же не, вот, знаете, казахи, они не понимают, что дерево, оно должно расти и плодить. А они приезжали, спиливали, с плодами забирали. Думали, что оно там будет. И мы, ой, господи. А потом вот все выгорело все на дачах. Так что вот такие дела. Там мародерство, прям аэродром уже ломают, все там. Там же, вы знаете, какие плиты, там какие арматуры, чтобы это, самолеты. Там же самолеты, у нас второго значения был. В Ленинграде такой аэродром, и у нас. Жуля, идите, вон они на ВАИ пошли. Вот это ВАИ у нас было. Вот. Пойдемте, айдайте, не хочет Москву кормить. Николай, которые меня вчера подвезли сюда, они вот поехали на аэродром, говорят, там есть какие-то бункеры, шахты, где можно полазить. Да, Но вот, 16 ну, километров. Это опасно, вы что, там же есть и это самое, зараза еще может быть какая-то. Так что, ну давайте, счастливо вам. Вот такая жизнь, вот так люди живут, притом такое же везде, не только в России, там в Казахстане, в Украине, вообще в СНГ. Вообще по всему миру я и у арабов, когда был, проезжал заброшенные деревни, такие поселки. Люди мигрируют с одного места на другое. Все, сейчас уже почти выхожу на дорогу. Вот товарищи полицейские остановились, говорят, пойдем сфоткаемся. Всё? Спасибо, Давай, до свидания. тебе. Ну я вот сейчас с женщиной общался, она говорит, обмелел чуть, иртыш, да? Да. У
нас тоже вот в Оренбурге Урал протекает, вообще мелкий стал. Там в некоторых местах по грудь можно перейти прям. У нас просто судоходство прекратилось из-за этого белее. Когда были военные, вы знаете, как было хорошо все. Все было чисто, побелено, все было красиво до, ну, наверное... Это же был ядерный полигон Семипалатинский, Курчатов. Он раньше назывался Москва-400. Когда развал Советского Союза произошел, тогда вывод всех войск был. И от этого полностью опустил городок, когда гражданских жителей очень мало было. И очень тяжело было удержать этот городок. Мы сейчас разговаривали про город Курчатов, возле которого я вчера был, в который хотел зайти, но потом передумал и поехал в Чиган. Вот такая там сейчас жизнь. Так было и так. Вот так сейчас есть, в общем. Да, говорят, что из всех заброшек 2, да, осталось. Остальное все восстановлено. Квартиры раздают, продают. Утром встаешь, мама уже там на работе, смотришь, начинает трястись люстры, стопки греметь. Ты, спокойно это переносишь. Не было такого, чтобы там мы выскакивали там на улицу, такого не было. Нет, почему просили выйти? Они просили. Нас да, вот просили, когда сильные прям были. Просили по радио, у нас было радио. Там сразу говорили, 20 мегатонн, допустим, будет испытание проводиться. Офигеть. 20 мегатонн. Да. Мне интересно взаимоотношения вообще русских и казахов. Вот как оно здесь проходит? У нас это мягко. Я вот, допустим, работаю, я одна русская там была, а остальные все казахской национальности девочки. Дискриминации никакой нет? Нет, я вот не вижу у себя на работе абсолютно. Казахский народ, он такой более мягкий, с ним можно договориться, уважительный. Есть у казахов уважение по отношению к старшим. Вот это вот я... Нет, межнациональной нету, это больше на юге проявляется. Большинство. У нас а мы нет. как север, здесь они привыкшие к русскому населению. Ну и Россия близко. Да, тоже Россия находится. близко. Они сами русифицированы уже давно здесь. А брусевшие, да, у нас казахи такие. В общем-то, у нас проблем с этим нету, никогда не было. Ну что, друзья, мы приехали в Семипалатинск. Его и так, да, называют? Семипалатинск. Семей, да? По-казахски Семипалатинск по-русски. Семипалатинск он был лет 20 назад. Ну, вообще сейчас Семей. Семей. Ну все, приехали. Забираем свои вещички. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Счастливо. Интересно вообще, будут ли такие города или населенные пункты, где вообще закончится русский язык, что будет только казахский язык и будет только на казахском. Наверное, это будет на юге где-нибудь. Там мне придется перейти на турецкий. Надеюсь, меня будут понимать с моим турецким. Вон, кстати, заправка, все хотел озвучить цены на бензин в Казахстане, потому что все постоянно говорят дешево-дешево, и буду в разных регионах смотреть цены. АИ 95 197 тенге, 92 173 тенге и дизельный 190. Буду выходить из города, сделаю сперва все свои дела и поеду уже в сторону Усть-Каменогорска. Говорят, очень красивый город, прям не терпится попасть туда уже скорее. На самом деле, да, я уже был в Казахстане, кто-то об этом знает, кто-то об этом не знает, но я был здесь по работе. Я пробыл здесь довольно-таки продолжительное время, наверное, около 9 месяцев. Но из-за того, что я работал с утра до вечера, у меня практически не было выходных. Ну, я не хотел, чтобы у меня были выходные, потому что мне нужно было заработать. Поэтому я Казахстан вообще не знаю, не гулял, не общался, там, за исключением единичных, наверное, случаев. И вот как раз-таки случай с работы. Приходит как-то руководитель и покупает билет для другой работницы, чтобы она улетела к себе домой в Россию. Покупает билет, а билет не приходит. Он начинает писать на почту, с почты ему ничего не отвечают. В итоге, что оказалось? Сайт «Зеркало». Для тех, кто не знает, мошенники делают очень похожие сайты. То есть это копия оригинального сайта, где продают билеты. И вот он попал на мошенников. Соответственно, ему ничего не вернули. Поэтому я вам рекомендую пользоваться Aviasales. Потому что, почему рекомендую? Потому что я сам пользуюсь только их приложением, покупаю только через них. Притом у них работает круглосуточная поддержка, 24 часа. Вы можете написать на любой удобный мессенджер, вам ответят, решат все ваши вопросы. Поэтому пользуйтесь Aviasales. Удобно, безопасно и дешево. Кстати, Александр, привет. Тоже пользуйся и больше не попадай. Смотрите, интересные такие окошки.
Захватываю потом вас. на буфет поставить, чтобы дети за сахаром не лазили. Смотрите, какие люди веселые. Не, реально, в Казахстане вот люди какие-то, что-то как-то вот по открытию, мне кажется. А что я хочу сказать? Окна в форме глобуса или карты. Вон они все такие округлые здесь почему-то. Увидел сейчас мечеть и подумал, знаете о чем? Что Казахстан мусульманская страна, но по сравнению с другими мусульманскими странами, там, с тем же Марокко, Эмираты, Оман и т.д. и т.п., здесь очень мало мечетей. Я ни разу не слышал здесь азана. Здесь нет как будто бы призыва к намазу. Вот это вот интересно. Надо у кого-нибудь спросить, с чем это связано. Что-то хожу, блуждаю, вообще все закрыто. Много чего не функционирует. Блин, а где мне поесть-то? Туда? Да, вот ты пройдешь, потом дом, еще один дом. И вот так ходишь, а там ништяк. Там обычно все. Веранда там, она открыта. Там... Спасибо. Хорошие усы у вас. Спасибо большое. Путешествие свое снимаю. Я тебе советую туда. Хорошо, спасибо. Там работает, там, как главное, безалкогольное. Спасибо. Да, там вообще ништяк. Хотел спросить, а как вам мои усы? Ребята, давайте. Ну, я их иногда подравниваю, соответственно. Просто на самом деле что-то у меня растительность на лице стала расти гораздо быстрее, и я не успеваю теперь бриться. Мне очень нравится, и мне кажется, то, что людям тоже нравится. Скажите, пожалуйста, мне интересно ваше мнение. Хорошее место мне посоветовал дядечка с интересными усами. И так как я не буду задерживаться в этом городе, сейчас вкратце расскажу. Я выставил историю отсюда, из Семипалатинска. И вот что мне пишет Катя, чтобы вы знали, что это за город. Добро пожаловать в Семипалатинск. Наш город хоть и не такой яркий, но исторических мест много. Проблема в том, что в город идут деньги на улучшение, но не доходят, остаются в Усть-Каменогорске. Был красивый центральный парк, изуродовали. Была красивая набережная, тоже изуродовали. Остров Полуовничий, стела, посвященная ядерным испытаниям, музей семьи Невзоровых, музей Достоевского, ныне Абая. В нашем городе родилось много исторических личностей Казахстана. Надеюсь, тебе попадется в пути хорошие люди. Ну, в общем, дальше пожелания. Вот, спасибо тебе, что написала. Вот. Но тормозиться здесь не хочу, потому что если каждые там 300 километров останавливаться, то я точно не проеду Казахстан за установленное время. Все, плотно поел и сейчас двигаюсь дальше. Сейчас прям очень много людей пишет мне из Семипалатинска. Исторический город, много здесь всего. Так как сюда ссылали в советское время много интеллигентных, образованных людей. Достоевский вот, получается, здесь был в ссылке. Через 5 километров я выхожу на трассу и уже ухожу в сторону Усть-Каменогорска. А вот это уже похоже на Дубай. По всей аллее идет система полива. Смотрите, как удобно для газона, для деревьев. Все здесь поливается. Редко вообще, мне кажется, вот такое в парках увидишь. Притом вот в таких невзрачных парках обычных. Мы приходим к тому, что Семипалатинск — это маленький казахский Дубай. А едем мы в казахскую Швейцарию. Вот, пожалуйста, все работает. А это вы запустили, да, воду? Да. Да? А вы знали, что почти как в Дубае? В Дубае тоже вот такая система полива есть. Вы знали, что это почти как в Дубае? В Дубае, в Арабских Эмиратах тоже есть такая система полива травы и деревьев. Да. Это очень хорошо. Хорошо, да. Я вот шланга еще, ты это видишь, да? Да. Я шланга вот края, он не достает, я края поливаю. А, вы сами еще отдельно поливаете? Отдельно, да, вот со шланга. Он в середину, я вот край. И у меня газон хорошо растет. Ну, здесь самый зеленый газон во всем Казахстане. Да. Спасибо, до свидания. Спасибо. Автобусы почему-то не ходят. Хотел выехать из города. И в итоге уже 2,5 часа выбираюсь. Все никак не выберусь. Заметил, что здесь на окраине много колонок. И люди вот ходят на колонки, набирают воду. Фляги.
баклажки всякие. Клево, когда есть колонки. Здрасте. В сторону Усть-Каменогорска подкинете? Подкину, садись. А вы сейчас налево или прямо уходите? Прямо. А, я хочу по левой дороге просто проехать. Спасибо большое, что остановились. Я просто обратно буду там ехать, мне чтобы 2 раза в одном месте не ехать. Спасибо. Давай. Да, то есть 3 дороги в Усть-Каменогорске. Одна уже осталась в другой стороне. И здесь сейчас можно пойти прямо и повернуть налево. Либо можно прямо пойти и там повернуть позже налево. Вот, я хочу по другой дороге поехать, потому что потом, когда из Усть-Каменогорска буду выходить в Алматы, не хочу 2 раза по одной дороге проходить. Ну так бы сейчас можно было хорошо проехать. Ну, блин, скорее всего, здесь все машины едут на Алмату. Сейчас же праздник, 3 дня. Что-то мне не тормозят. Курбан-айт. А тут трасса хорошая, Павлодар-Семей. Да, новая. А так в Казахстане нравится? Да, нравится. Как и везде. Как, везде хорошо? Везде хорошо. А в Казахстане хуже? А в Казахстане так же, как и везде. Солнухах, мой милый, обнимал меня. Сроду не сажали подсолнечник, нынче посадили, что ли? У них все время картошка, морковка. А потому что, наверное, маслоцех вот этот построили, где Таймас. Наверное, сейчас. Да, Таймас там. У нас же рядом же. Да. Скажите, пожалуйста. Ты для истории сними его машину, номер машины. Не, номер не надо. Вот, а так, спасибо, до свидания. Давай, Виталий, удачи тебе. Дай бог, чтобы тебе путешествие было не последним. Ну, дай бог. Я тоже хоть атеист. Дай бог. Все, ладно, удачи. Счастливо, спасибо большое. До свидания. Ну вот мы, получается, вон оттуда мы приехали сейчас. Мне уходить в эту сторону, а ребята поехали на даче. О, нифига себе, 123-й регион, Краснодарский край. Ну хотя они местные, Семипалатинск тоже. Здрасте. А кофе есть у вас? Да? Вы работаете, да, здесь? Да. Зашел в кафешечку, смотрите, здесь продается кумыс, только вот написано кымыс. Это на казахском, да, так правильно? 1200 тенге, 1 литр. 1000 тенге. А если стаканчик, можно стаканчик? 200 тенге. А можно, пожалуйста, стаканчик хумус? Ой, это он так пьется, да? Интересно. А что это за черные точки там? Ну, это специально. Специи? Да. Там специально дерево живут коров. Дерево — это кусочки дерева черные? Да, это как сажа. Сажа. Ее закидывают, чтобы она не пропадала, да? Нет, специально, чтобы это курочку дала. Его взбивают, она киснет и становится таким. Это примерно крепость, это как у пива. Это алкогольное? Ну, она нет. Это если стоит там определенное количество времени, Угу. оно становится хорошим. Ну вот такая чеклашка 200 тенге. Сейчас буду пробовать. Буду пробовать. Пахнет просто кислым молоком, да? Мне кажется, меня уже вшторило. Такой прям терпкий вкус, глотаешь и кисло. Мне очень нравится кислое. Ягоды кислые нравятся. Но вот сейчас в горле ощущение, как будто бы, как будто алкоголь есть. Интересный вкус. Кумыс, пожалуйста. Не прошло еще 2 минут, а я чувствую, что я сейчас, знаете, упаду спать.
Все, мне прям хорошо. А музыку можно погромче? Танцевать буду. Интересно, это называется джита-ата это. Джита-ата? Джита-ата, да. Что за традиция? Это традиция. На русском сейчас я тебе скажу, не скажу это. 7 поколений, короче. А, нужно знать. 7 отцов, да. Ага. Нужно знать, и ты должен придерживаться этого. Каждый вот мужчина должен этого знать, обязан. И ты не должен на них жениться, вот, двоюродный, троюродный. Дальше до 7, короче, отцов ты не должен жениться на них. Все придерживаются прям до единого. А это даже, вот эта традиция даже не было у нашего пророка Мухаммеда. Не было у него дома такого традиции. Ну, там можно было на сестрах жениться. Ты знаешь это? Я знаю. Вот, не на родные, наверное, троюродные. На двоюродные уже можно было. А у нас в казахах нету такого. Вот такого у нас традиция есть. Делится на 3 жуза. Что такое джуз? Джуз? Джуз это, как тебе объяснить? Я даже на русском не могу это объяснить. Только на казахском могу. А что это за лапка? Это барсучья лапка. Сам поймал, сам сделал. А, да? Это как оберег? Это как Трофей? сувенир, это, да, сувенир же. До Усть-Каменогорска 100 километров осталось, и природа просто вот шикарная началась. Вот здесь уже прям вообще с большим, конечно, удовольствием можно поставить палаточку, потому что и горы, и скалы, и леса, деревья, прям цветов куча. Интереснее, потому что до этого прям вообще степь-степь, да? Ничего нет, сухо все. А здесь поинтереснее, да? 300 с чем-то боев было. Багенбай Батыр. Кабанбай Батыр. А Багенбай это кто? Багенбай тоже такой же Батыр. Это хан? Нет, это богатыри. А, полководец. Да, полководец. Они вот с джунгарами воевали. Вот Кабанбай с джунгарами воевал. Джунгары это на границе с Китаем они. Вот там они воевали. 300 с чем-то я точно не знаю, но боев он смертельные проводил. Ни одного поражения у него было. Так, ну все, мы почти приехали. Сейчас где-то на объездной находимся. Вот сейчас через реку уже будет Усть-Каменогорский. Заезжаем в Семипалатинск. Ой, какой Семипалатинск? Усть-Каменогорский. Вон, смотрите, на горе написано Казахстан. Вот Байтерек, пожалуйста. Жайтерек это. Жайтерек. Ну все, я в Усть-Каменогорске, забираю рюкзак. Ага. Все, брат, про нас тоже что-нибудь скажи. Все, спасибо большое. До свидания. Хорошего отдыха вам. Забыл уже, как называется. Самара? Самара. Самар. Так. А? Не понял? За что? Просто так? Кто морду просто так? Это я могу. Просто так? Ну это глупо же, просто так. А ты кто такой? Я человек, а вы? Ну, молодой человек. Я маленько просто. А какая разница? Человек он и есть человек. Ты снимаешь. Почему? А, а нельзя снимать? Не совсем, не всегда. Согласен, не всегда. В общественном месте точно могу снимать. Тем более себя. Вот и я на что вы захватил. У тебя есть разрешение на съемку? А вы можете мне выписать его? Я могу тебе послать. А, да, За давайте. разрешение. Давайте. Все, пошел за разрешением. Присядь. Не, мне нужно идти. Я только приехал, мне сейчас надо решить. А? Я чувствую, что ты не здесь. Со Станы приехал.
Вот я и спросил, с откуда вы? Со стороны. Астана, Павлодар, Зеленоград. Зеленоград. Че? Зеленоград это наши? Зеленоград? Да. Это наши. Не знаю. Понятие. Не знаю. Целиноград. Зеленоград. Астана. Ну да, да. А я, по-моему, Зеленоград. Ты родился где? В Оренбурге. Вот, да ты вообще россиянин. Ладно, все, я побежал, спасибо. Пошел. Ладно. Я вот вообще не устал. Особенно вот сейчас к вечеру, солнце зашло. Я прям бодрый, самый бодрый в этом городе. Но одежда, блин, ой, нужно ее постирать. Я нашел место, где остановлюсь. Стоит 7,5 тысяч тенге. Это самое дешевое вообще, что у меня получилось найти. Одноместный номер. Здесь нет хостелов. Как-то очень интересно, почему нет хостелов. Ну, видать, не очень туристический город. Сейчас пройду через парк, и через километр будет моя комната. Надо постираться, там есть ванна вроде даже. Я смогу сам все постирать. Так, я даже и не помню, кстати, планировал ли я останавливаться в Усть-Каменогорске, но произошли такие дела человеческие, в общем. Расскажу вам. Я очень сильно вспотел и все натер. И не могу идти дальше, поэтому... Ну, это одна из причин, почему я остановлюсь здесь. Сейчас пока ехал с ребятами, в общем, он борец, спортсмен. Я, наверное, выучил всех борцов Казахстана, там половина из России. Ну, не выучил, конечно, я такие фамилии, имена раньше не слышал. И он еще так искренне удивлялся, типа, ты не знаешь его, серьезно? Блин, ну нет, я не знаю. Что я хочу этим сказать? Какой вывод? Вывод такой, что каждый должен быть профессионалом в своем деле, ориентироваться в своей специальности, в своей сфере, и тогда будет все у нас замечательно. Вон стоят ребята, коллеги. Вообще впервые за эти дни путешествия увидел тоже туристов. Прикольно. Привет. Привет. Путешествуете? Впервые за несколько дней увидел ребят с рюкзаками тоже. В общем, пообщался с ребятами. Прости, я забыл твое имя. Гуга Сакартвелодан мевар картвели адамияни ромелиц мугзаурობს Казахич. Как думаете, где его родина? Ну, я думаю, люди угадают по языку. Вот все, пока-пока. Спасибо вам большое, клево пообщались. Вот, когда-нибудь встретимся. Может быть, очень скоро встретимся, потому что у нас, в принципе, одна дорога примерно. Пока. Удачи. Спасибо вам тоже. Пока. Всего хорошего. Как видите, на улице уже совсем темно стало. Сидели, общались, вообще просто красавчики, молодцы. Надеюсь, когда-нибудь увидимся с ними. Самый дешевый вариант, который я смог найти на букинге. А с ребятами сейчас, с которыми мы познакомились, они вообще снимают квартиру за 4000 тенге. В общем, здесь есть какой-то сайт, чисто по Казахстану работает. Вот, поэтому, если жилье искать, то надо искать там. Я не помню, как называется. О, красной дорожкой меня встречают. Такой запах необычный. 321 комната. К вашим услугам. Товарищ Виталий. Кровать, полотенце, светильник. Ну, прикольненько, слушайте. Самое главное, что здесь есть ванна. Микроскопическая, но все же ванна. Ох, ну все. Я рад, я счастлив, сейчас буду разбираться. Заниматься работой, есть кое-какая работа. И стираться. Блин, конечно. У меня вон все в стирочке. Все, на связи.